Эта история произошла с семьей Уильямс, состоящей из 3 человек, молодой пары и их сына, которому было всего несколько месяцев от роду. Все они были родом из Индии, страны, известной своими жителями, способными приручать змей в качестве домашних животных. Это укоренившееся верование гласило, что змеи защищают младенцев. В этом случае Лео получил змею в подарок от своего отца, который твердо верил, что это животное защитит новорожденного от любого зла, представленного любыми насекомыми, которые могут пробраться в дом и причинить вред малышу. Для отца Лео змея — это животное, которое часто считается опасным, но это страх, который мы ей демонстрируем, делает ее агрессивной. Наоборот, когда мы медленно приближаемся к ним и показываем, что не представляем угрозы, они склонны опускать защиту и проявлять немного больше покорности при контакте с человеком. Даже с достаточной степенью доверия они могут стать очень хорошими защитниками, поскольку будут прогонять насекомых и животных, которые действительно могут причинить какой-либо вред. Тем не менее, мужчина был не очень доволен идеей, поскольку мы больше не живем прошлыми временами, и убеждения меняются по мере того, как общество модернизируется. Однако из уважения он не отказался от подарка своего отца. Змеи — это животные, с которыми нужно обращаться очень осторожно, потому что в зависимости от вида один укус может парализовать человека или даже лишить жизни, не говоря уже о тех змеях, которые извиваются вокруг нашего тела и могут задушить нас без возможности что-либо предпринять. В целом, змея является одним из животных, которые внушают больше всего страха в мире, и не без оснований, ведь их внешний вид и поведение вызывают это чувство опасности. Поэтому, конечно, не рекомендуется держать одно из этих животных в качестве домашнего питомца. В настоящее время существует около 3000 видов змей, и менее 10% из них ядовиты. Тем не менее, молодая семья сохранила змею, правда, держа ее в изоляции в террариуме, откуда они не разрешали ей выходить, или, по крайней мере, так они думали. Однажды ночью, пока малыш спал в своей комнате, змее каким-то образом удалось выбраться из своего контейнера, и она медленно проползла по всему дому, пока не добралась до комнаты ребенка. Поначалу змея не приближалась к малышу, а просто оставалась рядом и поедала мелких насекомых, которые могли быть в комнате, а затем, утолив голод, очень умно возвращалась обратно в свой террариум. Это действие повторялось каждую ночь, и постепенно рептилия становилась все более уверенной, приближаясь к колыбели ребенка и пристально наблюдая за ним. Родители малыша действительно заметили небольшие остатки насекомых, разбросанные по комнате, но не придали этому большого значения. Так прошло несколько дней, пока Лео однажды ночью не встал, чтобы сходить в туалет, а затем решил заглянуть в комнату своего первенца, чтобы убедиться, что все в порядке. Именно тогда Лео обнаружил, что змея находится рядом с колыбелью его сына и наблюдает за младенцем. Теперь наличие остатков насекомых в комнате малыша имело смысл. Хотя животное и не причинило никакого вреда, молодой отец пришел в ужас и сразу же вытащил змею из колыбели и снова запер ее в контейнере, убедившись, что она никак не сможет выбраться. В ту ночь мужчина взял ребенка и отнес к себе в спальню, объяснив жене произошедшее. Они решили, что утром вернут змею обратно, и так они и сделали. На следующее утро Лео отнес животное обратно своему отцу, потому что не мог подвергать жизнь своего сына риску из-за каких-то убеждений. Отец мужчины протестовал, сказав сыну, что именно для этого он и подарил ему эту змею, чтобы она охраняла его сына всю ночь, и, конечно, не принял, когда тот хотел вернуть змею. Лео, не очень убежденный, решил проконсультироваться со специалистом по змеям, который мог бы объяснить это поведение. Как только мужчина объяснил эксперту, что происходит с этим животным, эксперт очень терпеливо объяснил Лео, что на самом деле происходит.
Змея на самом деле не причинила вреда ребенку, потому что еще не была готова к атаке. Все это время она просто выжидала подходящий момент, чтобы напасть на этого беззащитного младенца. Если бы вы подождали еще пару дней, прежде чем прийти, ваш сын, вероятно, уже не был бы жив, сказал эксперт. Услышав это, Лео не знал, верить ему или своему отцу. Тем не менее, он принял наименее рискованное для своей семьи решение и отдал змею в зоопарк, где о ней могли бы позаботиться, так как ему тоже не казалось справедливым убивать или выпускать ее в город. Вполне возможно, что его отцу это решение не понравится, но безопасность его семьи была для него важнее всего. Хотя и возможно, что некоторые змеи, выращенные в неволе, могут развить более ручной характер и даже сосуществовать с людьми. Те, что выросли на воле, следуя своим инстинктам, не упускают возможности атаковать свою добычу в самый подходящий момент, будь то человек или любой другой вид животного. Для нашей второй сегодняшней истории у нас есть случай Макса, кота, который в настоящее время считается героем в Австралии. И я расскажу почему. Мы находимся в Квинсленде, Австралия. Семья Браунов — типичная семья среднего класса, живущая в пригороде. Она состоит из пары, их двоих детей, и, конечно же, не может обойтись без их питомца Макса, 8-летнего кота, который был с ними с тех пор, как был совсем крошечным котенком. Макс был свидетелем рождения детей этой семьи и наблюдал, как они росли. Дети, которым сейчас 5 и 6 лет, выросли под чутким надзором Макса и, конечно же, любили его как еще одного члена семьи. В то воскресенье, как и любое другое, двое малышей играли во дворе своего дома, а их родители готовили вкусный обед в доме. Рядом с малышами, как обычно, находился Макс, наблюдая за ними издалека. В этот момент кот заметил что-то, что привлекло его внимание, ползущую в сторону этих двух малышей змею. Только это была не просто змея, а восточный коричневый змей, вторая, самая ядовитая змея в мире. Восточный коричневый змей очень агрессивен и самый смертоносный в Австралии, ответственный за большинство смертей от укусов змей в этой стране. Поэтому австралийские власти призывают своих граждан, увидев такую змею, немедленно бежать, поскольку столкновение с ней может иметь фатальные последствия. Эта змея явно собиралась напасть на этих двух малышей, которые даже не заметили надвигающейся опасности. Однако Макс не собирался этого допустить и очень храбро перехватил хищника, быстро напав на него. Два животных сцепились в схватке, которая закончилась тем, что кот задушил змею. Макс победил, но за большую цену. Во время драки восточный коричневый успел укусить кота, впрыснув ему свой мощный яд. Кот потерял сознание, и в этот момент дети начали кричать. Брауны сразу подбежали посмотреть, что случилось с их детьми, и увидели эту печальную картину. Они принесли Макса домой, где через некоторое время кот пришел в себя и, казалось, был в порядке. В ту ночь семья отпраздновала героизм кота и приготовила ему вкусный ужин. Но, к сожалению, на следующее утро хозяева нашли его сломленным, неспособным двигаться. Все еще полные надежды, они отвезли кота в ветеринарную клинику, но было уже поздно. Кот умер героем. В заключении объяснялось, что симптомы Макса были слишком тяжелыми, чтобы оправиться, поэтому животное в конечном итоге умерло. Макс запомнился своим невероятным подвигом не только своей семье, но и всей стране. Благодаря ему эти двое детей остались в живых. Дорогие зрители, что вы думаете об истории Макса? И как бы поступили на месте Лео? Оставили бы змею в доме, как советовал его отец? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.